Сегодня в мире миллионы людей бегут не потому, что государство их ущемляет, а потому что государства нет. И это совершенно новая ситуация для развитых стран, куда устремились эти потоки беженцев. И к ним также прибавляются, фактически там сложно провести грань, кто из них является беженцем. Многие из них бегут, потому что у них нет средств существования или они надеются на что-то лучшее. Хотя само передвижение из страны А в Европу, оно довольно дорогостоящее. То есть это люди очень часто не из низших слоев общества, а из состоятельных. По крайней мере, у них были деньги на поездку. Поэтому законодательство для интеграции людей, этих людей отсутствует, поскольку идет проверка каждого единичного случая, было ли ущемление прав или нет. И эта система, она не работает сейчас, и она уже всего скорее не будет работать в будущем, поскольку вот в этом понимании беженцев их доля будет оставаться довольно низкой. И перед Европейским Союзом и перед Германией стоит задача адаптироваться к новой ситуации, адаптировать законодательство. То есть сейчас эти молодые люди, которые приехали, конечно, из них значительная часть это мужчины, которые сидят и не работают. Они не работают месяцами. И это социальная проблема. И их от интеграции препятствием является именно законодательство и проверка на то, соответствует ли их положение статусу политического беженца. И проверить это технически очень сложно, поэтому возникают социальные проблемы. Это первый момент. Второй момент – проблема в высылке людей, которые точно не подходят под критерии. Технически выслать людей из страны оказывается очень сложным. Несмотря на увеличение числа тех, кого выслали из Германии за последние месяцы, все равно по сравнению с прибывшими там речь идет о тысячах и сотнях иногда. Это очень-очень мало. И технически эта проблема сейчас решается, возможно, будет какое-то ускорение в этом направлении, но сложно себе представить, что Европейский Союз сможет, например, признать несколько сотен тысяч приехавшими, не подпадающими под законодательство в следующий год и выслать их. Мне сложно представить, что речь может идти о таком количестве людей. Но, возможно, с точки зрения законодательства, именно так оно и должно быть. Но технически это не будет осуществимо. Поэтому встает вопрос, как изменится интеграционная политика и миграционная политика по предоставлению права выхода на работу, на интеграцию, на социальную интеграцию, то есть вовлечение мигрантов в общественную жизнь, их расселение в обычные кварталы, районы, чтобы они жили самостоятельно, а не в специально отведенных для них домах или помещениях. Вот этот вопрос, на него пока четкого ответа, мне кажется, нет. И связано это именно с законодательством.